Тут даже написано... Смотри, тут написано «Путин хуйло». О, нашли. Когда доехали до Ставрополя, мы уже были просто все убитые. Открывайте. Приветствую тебя на канале Бомжа. Сегодня мы поговорим о том, каким образом я добрался до острова Кипр, Задишман, как мы преодолели российско-грузинскую границу. Давай-то на твою сядем на паром. Едем. Так, наше путешествие началось 1,5 недели назад. Мы стартовали из России. Мы в Урюпинске. Просто в Урюпинске. Из центральной ее части. И за первый день пытались преодолеть как можно больше расстояния. В общем-то, это была большая ошибка, потому что мы вымотались, и несмотря на то, что у нас было 3 человека с правами, никто не выспался и подхватили еще какую-то заразу. Суммарно за день мы проехали, наверное, в районе 500 километров. Не очень много. Сейчас находимся в Ростовской области и постепенно движемся в сторону границы. Вот. Ну, состояние, не стояние, но, в общем-то, я думаю, в целом все будет хорошо. Отвалявшись сутки в Ставрополе, мы двинули к российско-грузинской границе. Какой сладкий, какой сладкий, какой сладкий, сладкий. Мы сейчас проезжаем Республику Кабардино-Балкарию. Там на перевале +9, пришлось остановиться, утеплиться, прям в теплые вещи. Из +30 сразу в дождь. Надеюсь, граница не будет закрыта. Я был удивлен красоте этого перевала. Мы видели, как облака спускаются вниз в долине. Текли крутейшие горные речки, погода была атмосферная, шел ливень. Несмотря на всеобщую усталость и то, что мы болели, это было круто. Стоять на пробке пришлось в районе 9 часов. Мы за это время успели посмотреть фильм, покушать, проголодаться. За это время в пробке сбили человека. Произошло несколько конфликтов, самим пришлось ругаться с обитателями этой пробки, и в целом атмосферка была давящая. К тому же я переживал, что нас не выпустят, либо меня, либо Тосю не выпустят за границу, и, в общем, нам бы тогда пришлось добираться непонятно каким образом автостопом во Владикавказ. В общем, эту ночь мы провели в напряжении. Как ни странно, прохождение границы не заняло много времени. Когда мы подали документы нашему пограничнику, он сурово на меня посмотрел, поставил штамп и выкинул мне паспорт в окошко. Дальше была нейтральная территория, где творился какой-то абсолютный хаос. Там был старый, абсолютно раздолбанный тоннель, по которому навстречу нам ехало 3 ряда машин. В конечном итоге этот тоннель блокировался автомобилями, начались какие-то непонятные разборки и чуть ли не драки, но в целом мы через 1,5 часа оказались уже на КПП Грузии. Я грузину отдал свой паспорт, он мне поставил печать, и мы попали на территорию Грузии. Ощущение от грузинской границы было положительным. Там было чисто, стоял какой-то автобус. Были 2 полицейских автомобиля патрульных, и люди довольно приветливо нас встречали, и не было никакой агрессии. Дальше мы двинули по крутейшему серпантину.
попали еще в такое время, это был рассвет, рассвет в горах, заснеженные пики. Вообще, вот вы сейчас видите кадры потрясающие просто, которые не передает камера, но я вам категорически советую посетить это место самостоятельно, вы не пожалеете. Мы после прохождения КПП очень были сильно вымотаны, и к тому же, проехав 100 километров в общей сложности по горному серпантину, с перепадами высот, с закладыванием постоянно ушей, мы устали и решили остановиться на ночевку, ну точнее на дневку. Поставив палатки в крутом месте около горной речки, мы поспали в районе 5-6 часов, проснулись от того, что местные пришли, это был выходной день, они пришли готовить там шашлыки, кушать, отдыхать. В общем, мы им явно помешали бы своими палатками, поэтому собрали свои манатки, покушали в кафе, набрали воды и двинули дальше. План был такой: доехать за световой день до нашего друга Саши. Саша, спасибо тебе большое, что вписал. Мы едем в сторону Батуми, через всю Грузию. А что будет дальше, увидите потом. На дороге очень много коров, так что люди, которые едут на тачке, будьте аккуратны, они там ходят как в Индии, в общем, иногда их приходится отгонять, свистеть, чтобы проехать. Аккуратнее на серпантинах. Грузины гоняют там, поскольку они живут там всю жизнь, а нам пришлось плестись, и, естественно, мы иногда даже создавали некую помеху, но лучше лишний раз перебздеть, чем оказаться внизу ущелья, в общем, не стоит. Очень много вывешенных украинских флагов. Вообще грузины поддерживают Украину в целом. И несмотря на это, к русским там нет никакого хренового отношения. По крайней мере, я лично на себе этого не испытал. А вы думаете, что... Пару фактов о Грузии. Здесь довольно чисто везде. Приветливо. Много, кстати, кто разговаривает на русском языке. Уже к 11 часам ночи мы добрались до места, где должны были переночевать. Друг снимает дом огромный, где мы просто развалились на диванчике и уснули. На следующий день мы пошли на смотровую площадку. Оттуда открывается вот такой крутой вид. Днем мы погуляли, покушали вкусной грузинской кухни, пообщались, походили по городу, поблукали по магазинам. Людям положение поставьте, и что солнце не светило на нем. Я опасаюсь, что за такое могут докопаться. Вот, слушай, по литрушку. Открывать. Посмотрели какие-то прикольные места, и, в общем-то, к вечеру того дня мы двинули в сторону турецкой границы, наблюдая охренительный закат в Черном море.
Естественно, по пути у нас возникло желание и необходимость поменять российские наши деньги на грузинские лари. То есть расскажи, что теперь за монетки у нас? Это лари. Что Это лари. То, что, блядь, нехуй тормозить, как только кто-то просто проходит мимо дороги, блин. Это теперь монетки в мою коллекцию. Вот такие деньги. Я вам скажу, что это сделать несложно. В любом городе существует обменник, который по плюс-минус нормальному курсу обменяет ваши рубли наличные на грузинские деньги. Также там можно приобрести и сразу турецкие лиры. В целом, по карточкам российских банков я ничего не могу сказать, потому что, ну, в общем, там есть, скорее всего, возможность оплачивать это с помощью карточки МИР, но так получилось, что я просто обменял немного налички. И вообще всю Грузию мы проехали на 100 баксов, что хватило и на бензин, и на поесть. И... Грузия не очень дорогая страна. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы поговорим о том, как преодолели всю Турцию, попали на Средиземное море и переплыли сюда, на остров Кипр. Это тоже очень веселая история, и скоро она уже будет опубликована. Что будет дальше, хер его знает.